Всех приветствую. Биткоин ночью обновил свои локальные хаи, но как мы видим, выносы шортистов были не такие уж и большие. В течение недавнего роста биткоина больше были выносы 14 января. Затем был локальный перехай 20 января, и шорты у нас ликвидировало еще на более мелкую сумму. И сегодня, когда мы вновь обновили локальный хай, оказалось, что объема ликвидации даже недостаточно, чтобы перебить предыдущие показатели. Взглянув на карту ликвидации, можно сопоставить две метрики, предыдущую и эту, и напрашивается вывод, что если мы сейчас в ближайшее время не соберем вот эту вот область с большим количеством шортовых стопов, то цена биткоина направится на коррекцию. Потому что наибольшая ликвидность, которая может сделать превышение предыдущих объемов ликвидации, собрана как раз таки на уровне примерно с 24 до 25 тысяч. Все, что перед этим, как вы видите, все пропало. Они ликвидированы как раз таки после локального перехая. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Погнали дальше, и здесь у нас демонстрируется обновленная структура Вайкофа. Точнее, структура-то Вайкофа всегда одинаковая, а вот движение биткоина следует строго по плану. Сейчас мы находимся в фазе D, как на цене, как и на структуре Вайкофа. Если все пойдет так же, как и предполагается на структуре, то цена должна сделать движение наверх, и затем будем находиться в боковой коррекции, после чего снова ожидает вылет вверх, так и не дав сильную коррекцию для закупа тот, кто ждет ее намного ниже. Очередное напоминание, что с большей вероятностью дно биткоина пройдено, оттолкнулись от трендовой линии. Трендовая линия канала, которая у нас построена по минимумам падения 2018 года и коронадампа. Ну и по RSI также случился пробой. Именно здесь мы на локальном дне пробили нисходящую трендовую линию RSI, так же как это было в 2018 году. Если данный канал продолжит отрабатывать, то потенциал роста на биткоине сейчас находится примерно в районе 120 тысяч. Это верхняя грань канала. Давайте посмотрим, как у нас закрываются трейдеры, в плюс или в минус, и видим, что по-прежнему у нас большое количество закрытий в плюс. Однако наблюдается тенденция, что цена у нас делает перехай, а те, кто закрывается в плюс, их становится все меньше и меньше. То есть тех, кто желает закрыться в плюс примерно на текущих значениях, становится меньше. В минус люди предпочитают уже не закрываться. О чем это может здесь говорить? Нужно увеличивать волатильность. На данный момент те, кто держит биткоин в долгосрок, не готовы сейчас закрывать даже в плюс, а те, кто до сих пор сидит в минусе, также не готовы сливать все в минус. Поэтому повышенная волатильность, я думаю, разрешит эти проблемы при большом падении. У многих сработают стопы и будут закрываться все-таки в минус, либо в меньший плюс. Скорее всего, здесь большое количество людей, которые подперлись стопами. Лично я бы так делал. Но если полетим наверх, то станет больше желающих закрыться в больший профит. Здесь у нас индикатор, который демонстрирует бычий настрой касательно S&P 500. И здесь мы видим, что S&P 500 остановил свое падение, начинает разворот, а сентимент, который нарисован у нас и обозначен черной линией, находится на достаточно низких значениях, как вы видите из истории, но локально он все-таки направлен наверх и сделал локальный перехай. То есть такое мини-фома. До глобальной какой-то жадности еще достаточно далеко, но это уже не такие пессимистичные значения, которые были в конце 2022 года, когда мы находились на минимумах по S&P 500. Да, позитив есть, настроение у трейдеров улучшается, но все-таки есть возможность еще расти, и до большой жадности достаточно далеко. Вполне можем сделать по S&P 500 намного более сильное движение наверх перед тем, как жадность разгонится до критических значений. Здесь у нас информация по индексу доллара. Насколько сильно упал индекс доллара.
Падение выглядит достаточно сильным, с хаев полетели и показали снижение, а вот в историческом плане мы упали не так уж сильно. Как мы видим в 2008 году, в 2011 году, в 2009, в 2010, 17, 18, да и в 20, 21 даже падение было сильнее. Поэтому индексу доллара еще падать и падать. Да, хорошо бы он скорректировался, потому что движение такое безоткатное, оно редко случается. Не может постоянно какой-нибудь индекс, либо цена валиться без коррекций. Даже на падении в 2008 году мы видим, как периодически были отскоки наверх, ну и на предыдущих коррекциях также были отскоки, как мы видим. А у нас пока этого не произошло, поэтому вполне возможно, что мы подошли к хорошему уровню, который можно считать сопротивлением для данного индекса, от которого можем как раз таки оформить вот эту коррекцию наверх, после чего уже продолжить снижение вниз. Судя по информации, которую нам предоставил Bloomberg, до критических значений падения индекса доллара еще очень далеко. Сложность майнинга биткоина. Вновь он показывает свои исторические хаи, вновь сложность майнинга увеличивается, и это, как мы помним, хорошо для роста биткоина. Поэтому это также можно отнести к позитивным сигналам. Парочка новостей, которые также могут либо уже повлияли на цену биткоина. И первая новость — это Tesla Илона Маска сохранила свои биткоины в 4-м квартале, несмотря на турбулентность рынка. Вчера вышел отчет компании Tesla, в котором они продемонстрировали свои финансовые показатели. И эти финансовые показатели Tesla свидетельствуют, что компания второй квартал подряд не покупала и не продавала свои биткоины. На данный момент они удерживают 9720 битков. Но в долларовом эквиваленте они потеряли уже 34 миллиона долларов. Все потому, что цена биткоина достаточно сильно снизилась. Tesla не стала продавать больше биткоинов во второй половине 2022 года, несмотря на распродажу 75% своих активов во втором квартале. Поэтому это можно считать даже позитивом. Tesla и Илон Маск не разуверились в битке и продолжают держать с надеждой продать либо на отскоке, либо на новых исторических максимумах, зафиксировав не убыток, а прибыль. И еще одна позитивная новость. Сенатор из Аризоны продвигает законопроект о признании биткоинов законным платежным средством в своем штате. Он предоставил законы проекта, направленные на то, чтобы сделать биток законным платежным средством, и позволил государственным учреждениям принимать цифровую валюту в качестве формы оплаты. Если этот законопроект пройдет, то Аризона станет первым штатом США, который официально признает биткоин в качестве законной формы валюты. Законопроект, конечно, прикольный, но мало верится, что он будет одобрен. Объявляя запуск законопроекта, законодатель сослался на недавний отчет банковского гиганта Goldman Sachs, в котором говорится, что биткоин является наиболее эффективным активом в 2023 году. Но одно дело инвестировать в рискованные активы, которые могут в краткосроке принести большие проценты, а другое делать из этого платежное средство. По мне так с практически 100% вероятностью этот законопроект не пройдет. Сегодня у нас день, в который будет обнародована информация о ВВП за 4-й квартал 2022 года. И также по четвергам у нас число первичных заявок на получение пособий по безработице. Кроме этого, продажа нового жилья будет информация по этому показателю и информация о базовых заказах на товары длительного пользования. 3 показателя в 16:30 по московскому времени и 1 в 18:00. Велика вероятность, что в это время будет повышенная волатильность. Прогнозные значения закладывают позитив для битка, негатив для индекса доллара. Но посмотрим, как это будет на самом деле. Потому что на графике биткоина, имея в виду, который сейчас мы посмотрим, может случиться как падение, так и рост. И вот график этого битка. Давайте посмотрим его поближе. Когда мы в прошлый раз смотрели этот график, предполагалось, что мы должны показать еще один рост перед тем, как скорректироваться. Я добавил сюда внутреннюю структуру. По мне так здесь у нас внутри волны 3 еще не завершенная структура импульса. Это волна 1, 2, 3. И сейчас мы находимся либо уже завершили волну 4, либо продолжаем ее формировать. И после этого еще одна волна 5 как раз таки для сбора той самой ликвидности, которую я показывал в начале видео. Все еще сбор ее возможен. Но касательно индикаторов и объемов, объемы здесь снижаются, индикаторы снижаются. Говорит это все о затухании импульса и все больше вероятности того, что мы пойдем на коррекцию. Однако стоит все-таки дорисовать здесь импульс. Пока прогноз по биткоину именно такой. Это сбор ликвидности и поход в более серьезную коррекцию. Сейчас посмотрим эфириум, но сделаю одну оговорку. Коррекции на биткоине очень низко не уходят. Если это у нас была волна 4 в тройке, и она у нас
не дошла вот до этой проторговки, докуда чаще всего она доходит и вообще по классике должна доходить, то по эфириуму, вот он график, также добавил внутреннюю разволновку, вполне вероятно здесь также завершилась волна 3 и находимся в волне 4, либо завершили ее. Так вот, эта волна, предполагаемая 4, пришла к предыдущей проторговке, что более естественно для такого движения. Здесь также после этого произошел импульс, что вполне может стать началом для восходящего движения в последней вот этой волне пятерки в тройке. Все по аналогии с биткоином, еще одно движение наверх и затем более серьезная коррекция. Здесь также все меньше и меньше у нас объемов, и индикатор также все ниже и ниже. Давайте еще посмотрим индекс доллара, о котором говорил я сегодня. Его лучше смотреть на дневке. Он практически с хаев идет без откатов. Был у нас здесь небольшой откат, но он даже не добил до скользящей средней 200-ки. Индикатор по-прежнему у нас демонстрирует дивергенцию. И здесь все больше и больше вероятности на то, что случится отскок. По крайней мере, чисто технически он здесь нужен. Давайте еще сопоставим это все с S&P 500, который у нас пробивает нисходящую трендовую линию. Она у нас длится с декабря 2021 года, и мы протестировали ее уже в 4-й раз. На этот раз мы все-таки, видимо, пробиваем ее, и с большей вероятностью мы направимся выше. Если сопоставить все три графика, биткоин, индекс доллара и S&P 500, то у нас здесь по S&P 500 намечается либо проторговка, либо коррекция перед тем, как пойти выше. При этом индекс доллара, значит, должен быть направлен вверх, что, в принципе, как раз-таки этого мы и ждем. Не хватает здесь коррекции наверх перед дальнейшим снижением. Ну а по биткоину здесь, переходим на 4 часа, здесь поближе посмотрим. Также напрашивается коррекция в 4-й волне. Если здесь все будет идти параллельно, биток еще сильнее подрастет, значит индекс доллара еще немного сходит вниз. При этом S&P 500 еще отскочит от трендовой линии наверх, и затем уже они начнут обратное движение. Обратное движение не на разворот, а на коррекцию, что S&P 500 будет тестировать трендовую линию сверху вниз, что индекс доллара будет организовывать свой коррекционный поход наверх, что биткоин скорректируется в 4-й волне перед тем, как показать еще один неплохой рост. Это что касательно корреляции всех этих трех инструментов. Два индекса и биток. Давайте посмотрим еще альты, которые попросили в комментариях. Это ADA, Cardano. Здесь, судя по всему, также мы находимся в завершающей стадии. На индикаторе у нас дивергенция, вблизи у нас сильный уровень сопротивления, и с большей вероятностью мы завершаем здесь импульс, после чего нас ждет коррекция во второй волне и дальше развитие импульса. На дневке выглядит все это вот так. Мы находимся в самом низу, можно сказать, но не пробили основания. Здесь нам важно по ADA, если кто-то не хочет рисковать и сейчас заходить, то лучше, конечно, дождаться для более уверенного входа пробития вот этой скользящей средней 200-ки, пробития уровня сопротивления. Поэтому здесь пока входить опасно, можем скорректироваться. И если все будет хорошо, конечно, продолжим импульс, но всякое может произойти. Даже если будете заходить на откате, стоп за основание. Давайте я это нарисую. В любом случае, какие-либо здесь, если входы делать, то стоп здесь обязателен. На откате можно рассмотреть вход. И еще парочку монет. IMX. Первый раз вижу эту монету, но в комментариях попросили, давайте посмотрим. Также здесь в самом низу находимся. Объемы внизу пошли. Пытаемся преодолеть скользящую среднюю 200-ку. Плюс здесь у нас зеркальный уровень образовывается. В мае 2022 года данный уровень был уровнем поддержки. Затем мы его пробили, и стал он сопротивлением с ноября 2022 года. Сейчас вновь пытаемся пройти его снизу вверх. Однако объемы здесь неплохие, движение здесь импульсное. Большая вероятность того, что все-таки мы пробьем этот уровень, если биток не повалится, конечно же. Ну и в любом случае, как по ADA, если заходить здесь на откате либо с текущих уровней, стоп у нас достаточно далеко. Он у нас на уровне примерно 0.368. А так здесь также 1, 2, 3, 4, 5. Ожидается именно такое движение. Если на 4 часа перейти, здесь скорее всего и дивер будет. Ну да, похоже здесь движение. Если внутреннюю структуру раскидывать, то здесь 1, 2, 3, 4 и вполне вероятно мы находимся в пятерке. Поэтому здесь на данной монете также на откате можно рассмотреть лонг с целью разворота и пробоя этих сопротивлений. И Solana еще давайте глянем. На Solana мы недавно, по-моему, смотрели. Да, вот здесь у нас есть рисунки. На дневке здесь все так же прекрасно, как и на предыдущих графиках. Находимся внизу, увидели повышенные объемы. И сейчас пытаемся пробить скользящую среднюю 200-ку. Переходим на 4 часа. И все то же самое,
Как и на предыдущих графиках, здесь я также рисовал, что стоп нужно ставить за основание. На откате вот он этот рост, который ожидался. Через небольшой перелой, но рост мы все-таки оформили. И теперь у нас здесь также понижающиеся объемы, дивергенция на индикаторе, и здесь все так же по классике. На откате можно рассмотреть вход со стопом за основание. Здесь, судя по всему, может быть завершение второй волны. Давайте я в другой цвет покрашу, пусть будет желтый. И оставлю рисуночек, что на откате можно рассмотреть лонг с целью как минимум еще на один импульс. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, на телегу, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!